Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Продолжая тему овощных заготовок на зиму, сегодня приготовим сате из баклажанов. Такую закуску называют по-разному. Рагу, икра, салат. Но сути это не меняет. В любом случае это очень вкусно. И не теряя драгоценного времени, приступаем к приготовлению. Устанавливаем на плиту казан или кастрюлю с толстым дном. Вливаем 150 граммов растительного масла и даем ему хорошо нагреться. Этим временем 250 граммов репчатого лука, это 2 средние луковицы, нарезаем довольно крупными кубиками и отправляем в разогретое масло. Пока лук жарится, натираем на крупной терке 250 граммов моркови. Это 1 крупная или 2 средних моркови. Отправляем морковь к луку и все вместе обжариваем еще 3-4 минуты. Тем временем нарезаем перец. Полкилограмма сладкого болгарского перца очищаем от семян и нарезаем квадратиками примерно 2 на 2 сантиметра. Использовать можно перец любого цвета, как красный, так и зеленый перец. Не забывайте периодически помешивать лук с морковью. Как только овощи спассируются и масло окрасится в оранжевый цвет, заливаем их томатом. У меня было 1,5 килограмма свежих помидоров, у которых я удалила плодоножки и заранее измельчила на мясорубке, чтобы не занимать ваше время. Туда же всыпаем столовую ложку соли с горкой и 3 столовые ложки сахара с верхом. Все перемешиваем и пусть немного покипит, а мы этим временем будем резать баклажаны. 1,5 килограмма баклажанов разрезаем вдоль на 4 части, а затем поперек, как и перец, на кусочки размером 2 на 2 сантиметра, можно даже чуть больше. Если у вас есть кабачки, обязательно добавьте их в эту же икру вместе с баклажанами, хотя бы полкилограмма, и нарежьте их также крупно. Складываем перец, баклажаны, кабачки в одну посуду, так как будем все одновременно отправлять в кастрюлю. Туда же нарезаем 1 острый перец. У него надо удалить семена и мелко порезать. Перелью пассеровку в большую кастрюлю. Просто на тот момент она была у меня еще занята. Не люблю маленькие кастрюли. Готовить так готовить. Доводим до кипения. И отправляем в кастрюлю все нарезанные овощи. Сладкий перец, баклажаны и острый перец. Все перемешиваем и доводим овощную смесь до кипения. Тем временем натираем на мелкой терке 40 граммов чеснока. Овощи хорошо закипели. Убавляем нагрев ниже среднего и тушим под закрытой крышкой 25 минут. За это время пару раз аккуратно их перемешиваем. Через 25 минут кипения вливаем 2 столовые ложки 9% уксуса и добавляем измельченный чеснок. А если есть желание, вашу любимую зелень. Все перемешиваем, накрываем крышкой и кипятим еще 5 минут. В этот момент обязательно попробуйте икру на вкус. И при необходимости добавьте соль, сахар и кислоту, поскольку разные продукты содержат разную сладость и кислотность. К этому времени подготовьте баночки. Они должны быть сухими и стерильными. Крышки прокипятите. Убавляем плиту на минимум, раскладываем икру в горячем виде по банкам, герметично закатываем и переворачиваем на крышки. Использовать можно банки как с винтовыми крышками, так и под закатку. Из этого количества продуктов получается ровно 5 банок по 700 мл. Обратите внимание, что вес всех овощей я указываю в неочищенном виде. Закрытые баночки обязательно укутываем на 1 сутки, а затем убираем их на хранение. Такая заготовка отлично хранится даже при комнатной температуре, не говоря уже о подвале или погребе. Икра получается очень вкусная и аппетитная, как в горячем, так и в холодном виде. Я ежегодно делаю такую заготовку и даже не представляю зиму без баклажанной икры. Очень надеюсь, что вы тоже приготовите такое овощное сате и останетесь довольны его вкусом. Желаю всем приятного аппетита и удачных заготовок. Друзья, чтобы не потерять этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Благодарю всех за лайки, репосты
репосты и ваши добрые отзывы и комментарии. Если вы впервые на канале «Коллекция рецептов», подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. На канале много различных плейлистов, в том числе заготовки на зиму и блюда с баклажанами. Кому интересно, посмотрите. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!